Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас решила записать видео о правилах обращения и, в принципе, напомнить о тех вопросах, которые, для меня важные, потому что они очень бесят. И, собственно, по этому поводу иногда люди попадают в черный список, не понимаю почему. Потому что все эти вопросы попадаются в различных роликах Инги. И некоторые, может быть, не все ролики успевают посмотреть, и не все правила успевают понять. Поэтому я решила вот этим видео немножечко напомнить о том, что нельзя делать, чего не надо писать, как нужно обращаться, чтобы не было таких недоразумений. Потому что я уверена, в черный список попали сотни людей, и до сих пор сидят и не понимают, за что. А, казалось бы, нужно всего лишь изучить канал, и ты все сам поймешь. Ну, понятное дело, что лень там, или слишком много роликов, или еще что-нибудь. Поэтому вот сейчас немножко пробегусь по вопросам, которые я специально на бумажечку выписала, чтобы не забыть. Итак, вот, обращаться всегда только по имени. Первый раз, вот человек первый незнакомый пишет, вот первый раз он пишет, у нас не было до этого переписки, он должен обратиться по имени, чтобы я понимала, что он знает, к кому обращаться. То ли к Инге, то ли к Яне, то ли вообще просто ему кто-то там посоветовал. По поводу этого тоже отдельный разговор. Вот мне посоветовала вас там моя подруга, я бы хотела записаться. Посоветовала, значит, должна была посоветовать и посмотреть для начала канал. И как нужно обращаться, и как правильно, и что вообще, что за человек Инга, кто она такая, что она вообще говорит, о чем говорит и так далее, да. Или вот просто, знаешь, я там услышала, там вот хорошая женщина, она прям так гадает, так предсказывает, иди запишись. И люди приходят, и я вот бы хотела записаться. И, конечно, я сразу же блокирую, потому что мне вообще наплевать, кто вас рекомендовал там или вам рекомендовал. Вообще наплевать, потому что мне важно, чтобы человек понимал, к кому обращаться. Потому что лучше я заблокирую, чем потом человек услышит от Инги. Ну, ничего хорошего, в общем, он не услышит. Поэтому это еще одно из правил. Это если вы рекомендуете кому-либо канал Инги, или ее работы, то вы должны не говорить телефон для обращения, а вы должны дать ссылку на канал, чтобы человек изначально ознакомился со всей информацией. А вот в общем у людей в голове сразу же, она там гадает, пойду погадаю. Это не катит. По поводу имени, я думаю, тоже вы все поняли, что если человек не обратился по имени, я просто блокирую. То есть я даже не читаю дальше. Уже, если раньше читала, то сейчас даже не читаю. А одна мне вообще написала, какой, пип-пип-пип, да кто вас вообще должен знать, пип-пип, да ты там не пип-пип, да тебе мужика. Но, слушайте, смешно, действительно, блин, в смысле мужика? Я, во-первых, замужем, во-вторых, при чем здесь мужик или еще что-то? В смысле, кто меня должен знать? Конечно, никто. Но это не в том плане, что я такая рассекая, и, пожалуйста, будьте любезны ко мне на вы, да и вообще корону мне на голову оденьте. Нет, конечно, но просто... мы сталкиваемся с тем, что человек обращается и называет нас Янга. Вообще, это какой-то нонсенс. Поэтому это весьма неприятно. И когда человек обращается, хотелось бы знать, знает ли он вообще, кому он пишет. Далее. Не нужно нам скидывать не только мне, но и Инге тоже. Никаких видео магуек, колдунов и так далее, и всякая вот эта шушера вообще неинтересная. Ой, знаете, там про вас написали, а вот это написали, а вот то написали. Да вообще наплевать, если честно, кто что написал. Уже это вот сколько я с Ингой работаю. 6-й год, наверное. Вот уже наплевать, кто что написал и кто что сказал. Неужели я буду сидеть, или Инга будет сидеть, и мы будем вот круглыми сутками обсуждать человека, который говорит о том, что мы там все попереломались, мы все больные, и, в общем, мы стоим на паперти и так далее. Конечно, нет. Поэтому времени, в принципе, на работу не хватает. А времени, чтобы рассматривать каналы каких-то дебилов, это вообще нереально. Поэтому не надо скидывать, это только отнимает. Мне, конечно, люди скидывают, я говорю... я, точнее, не говорю, я отправляю смайлики, потому что писать это долго очень, поэтому я отправляю благодарственный смайлик, мол, я приняла, я поняла,
Но на самом деле я даже не смотрю эти видео. Вот в принципе не смотрю, поэтому смысл отправлять их не вижу. Далее. Главное правило. Не писать мне после 11 ночи. Вот прежде чем написать, подумайте, какое сейчас время в Москве. Вот. И если вы видите, что время в Москве час, 2, 3 ночи, не пишите. Вообще. Вот я сразу блокирую. Даже если я не услышала ваши сообщения ночью и встала с утра и увидела, что вы написали в 2 часа ночи, я вас заблокирую. Вот это 100%. Я просто уже... Это у меня золотое правило. Потому что я считаю, что человек воспитанный должен понимать, что писать в такое время, ну, просто неприлично. Это невоспитанно. И неважно, мессенджер это или не мессенджер. Мне многие пишут и говорят, что, мол, ну вот я написала, а вы же можете посмотреть в любое время. Да мне наплевать. Я сейчас пытаюсь свои слова корректировать. Мне наплевать. Потому что неважно, мессенджер это или нет. У меня телефон стоит на звуке. Потому что мало ли что. Ну вот может мой какой-то родственник позвонить. Может плохо кому-то. Мне нужно, чтобы я услышала телефон. А я и слышу. Пилим, 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 пилим. Ну вы отключайте тогда. Я вас не спросила, отключать мне или нет. Вы должны придерживаться правил воспитания. И воспитанный человек в 2 часа ночи не пишет. Сейчас немножечко уточню, потому что я, когда отправляю посылки, бывает так, что у меня есть возможность отправить трек-номер только ночью, потому что миллион дел за день, и у меня только вот я сажусь, и ночью остается время, чтобы отправить трек-номер. Но это ведь вот раз я отправила, и у человека, наверное, ну, может, человек там работает, не знаю, дома сидит, сам на себя. То есть надо понимать, да, что вот нам пишут сотни людей в день, и вот сотни людей думают, что можно написать ночью. Нет, нельзя. Но вот я написала трек-номер, возможно, ночью, да, такое, но я не жду ответа, то есть вот все, отправила одно смс, чтобы человек знал, что вот по этому трек-номеру можно отслеживать свою посылку. Я не жду ответа, не жду ничего, вот все, просто отправила и все. А это не вопросы, не обращения, не предложения, не какие-то видео, не какие-то эти. Это по делу. Вот, пожалуйста. Итак, это какое уже, я уже запуталась, какое-то правило было, да? Не писать после 11 ночи. Далее. Не писать мне в выходные и праздники. Не только мне, но и Инге тоже. Имейте уважение. Мы, наверное, тоже, как бы, ну, вот я лично за себя скажу, что в выходные дни я делаю свои дела. Я сажусь там, и то, что я не успела за неделю, потому что ты целый день сидишь и отвечаешь, и плюс ко всему ты еще должна успевать какие-то обычные бытовые вещи делать, на почту съездить, там, с собакой погулять, приготовить, покушать, туда-сюда и 5-10. Я не успеваю делать те вещи, которые мне действительно необходимы. Ну, просто. Поэтому я выделяю им выходной, потому что знаю, что люди мне писать не будут, и я смогу спокойно расслабиться и сделать то, что не успела. Поэтому в выходные и праздники мне тоже не пишите. Ну, в праздники, конечно, мы тоже хотим посидеть, может быть, шашлык поесть, не знаю что. Мы же не роботы. Далее, не звонить вообще, ни при каких обстоятельствах не звонить. Мне пишут люди, я, конечно, понимаю, там бывают 60-летние, там, может быть, старенькие. Они не знают, что такое WhatsApp или еще что-то, да. Ну вот они же смотрят канал, я думаю, вы же смотрите канал, вы же откуда-то узнали об Инге, да? И они берут и сразу звонить начинают. Хотя там прекрасно, вот прям большими буквами написано вот в правилах обращения, не звонить. Вот извините, я вот старенькая, да, ну вот что, вот стареньких у нас тогда получается очень много. И я, если буду отвечать на каждый телефонный звонок, я просто, напухну. Это, во-первых. Во-вторых, я не хочу слышать никакие, ни голоса, ни манеру речи, ничего. Просто, понимаете, когда текст, это текст. Ты воспринимаешь его вот как в голове воспринимаешь. То есть по-своему как-то, что ли, по манере письма. А когда человек звонит, это уже другое. Человек уже, ты слышишь голос, ты слышишь манеру разговора. Ой, я там вот это, и начинается вот это. Я не хочу это слышать. Зачем мне это слышать? Вот, все, проблему написали, я все поняла. Я там какие-то вещи вам объяснила и направила. Звонки нет вообще. Поэтому, когда мне люди звонят, и, ну, я, в принципе, такая не нежная девочка, я весьма грубоватый человек, поэтому люди, наверное, такие, о, какие грубые, как отвечают, кошмар кошмарный, да, ваша помощница просто ужас ужасный. Ну, вот, как бы, тогда следуйте правилам, и ужаса ужасного вы не увидите.
Поэтому это еще одно из правил. Не писать, ой, не звонить. Далее, если вы пишете, то вы пишете корректно, коротко и по сути. А не вот это. Я вот там трали-вали, я там родилась, а жена мужа, а вот они там порчу, я нашла гвозди, потом перелетали, я во сне увидела, змея по мне ползла. Вот это вот нахрена надо? Спрашиваете. Мне лично это вообще не надо. Я не ведьма, я вот эти вот мелочи, мне они не нужны. Мне нужна коротко и по сути ваша проблема. Какая там проблема, какой вы хотите обратиться, да? А все остальное, если вас попросит Инга или там вам нужно будет это что-то рассказать, вы это расскажете там уже ведьме. Я лишь помощница, поэтому вот эти вот тексты, даже Инга такие тексты не любит, и они в принципе не нужны. Коротко и по сути. Сейчас я посылки отправляю раз в неделю. Если бывает у меня чаще, тогда я отправляю чаще. Но я просто поняла, что я делаю какую-то несусветную глупость. Я старалась отправлять чуть ли не каждый день. Но это вы представьте, это мне надо ночь сесть, запаковать, значит, эти посылки, обработать их на сайте почты. Все наклеить, подклеить, запаковать, тролливали. Я стараюсь сделать по максимуму. Мне даже с почты дали все вот эти вот скотчи, желтые, не желтые, все вот эти штучки мне дали, чтобы я их дома клеила. Потому что они знают, что я прихожу с огромным количеством посылок. И чтобы ускорить этот процесс, я делаю все возможное, чтобы на почте это было как можно медленнее. Соответственно, я сижу целую ночь, вот это все запаковываю. Я делаю это каждый день, но для чего, сама сейчас не понимаю. Наверное, думала, ой, как хорошо людям побыстрее получать книги. Но тем самым я у себя просто отнимаю огромное количество времени. Ну, и смысл. Человек может и подождать немного, да? Поэтому я решила для себя отправлять раз в неделю. Поэтому имейте в виду, не нужно мне писать через 2 дня, а вы отправили? Нет, не отправила. Я отправляю раз в неделю теперь, потому что ни хрена никто не ценит, а мне мое время дорого. Я тоже заказываю много чего, и бывает даже жду 1,5-2 месяца. Ничего не опухло, и не пишу человеку через 2-3 дня. Вы отправили, не отправили? Я весьма тактичный человек. Так, дальше. Вот это вот сокращение с пысы, пыжил, идите нах. Вот так я вам отвечу. Учитесь разговаривать с людьми и писать тоже полными словами, полными. Мы не тинейджеры какие-то, чтобы вот взрослому человеку, взрослый человек писал с пысы, пыжил. Вот это вот, ну я не знаю, это до какой степени прям... Вы с кем? Вы только в какой-то определенной группы молодежи общаетесь, что ли? Я не пойму, потому что взрослые люди так не общаются. Я даже друзьям своим не пишу. Пыжил с пысы, это ужасно. И скажу вам сразу, что Инга тоже такое терпеть не может. Так, дальше. Не задавайте тупые вопросы, пожалуйста. Вот канал Инга создала для того, чтобы у нее была возможность заниматься другими делами. То есть у людей один и тот же вопрос, ну, у разных людей возникает. Для этого создан канал, чтобы вы посмотрели, зашли, посмотрели видео. И уже на ваш вопрос существует ответ. Но люди же не смотрят, да, им надо вот пойти и задать вот это вот, блин. А можно я там свечу вот не пальцами потушу, а вот палочкой? А можно я вот там не красную, а зеленую возьму? Вот эти тупые вопросы просто отвлекают и отнимают огромное количество времени. Об этом уже было сказано неоднократно, поэтому будьте любезны, идите и смотрите канал. Ну а для чего вы тогда нужны? Вы же Да, я, конечно, нужна для того, чтобы по 1585 разу объяснять одну и ту же херню, блин, которую же все знают. Поэтому для этого создан канал. Будьте любезны. Ну для чего тогда его создавали? Для того, чтобы вы ходили и у нас в личке спрашивали, а как свечу, а как туда, а как сюда. Поэтому вот тупые вопросы не задаем. Далее, голосовые не записывайте. Опять же, то же самое практически, что телефонный звонок. Не нужно писать голосовые. Я читаю в 3 раза быстрее, чем вы говорите на голосовом. Поэтому никто не слушает. Ни я, ни Инга. Если Инга просит вас прислать голосовое, например, о каких-то результатах, то да, вы можете прислать голосовое о результатах. Я их прослушаю, отправлю Инге, как она об этом просит. Не более того. Далее, если Инга говорит о каком-то эфире, и она вдруг опаздывает, а она всегда опаздывает, не нужно писать мне целым скопом, а где эфир, а я что, эфир пропустила, а эфир где, а вот эфир, да, она просто опаздывает. Привыкните уже к этому, я уже привыкла.